Здравствуйте, друзья! Сегодня рассмотрим компанию Супермикрокомпьютер, тикер SMCI. Начнем с показателей, потом уже рассмотрим технически. Итак, капитализация компании 18,2 миллиарда, задолженность 2,17 миллиарда, денежные средства их эквиваленты 1,67 миллиардов долларов. Как мы видим, у компании есть небольшие долги. Далее рассмотрим показатели. Общая выручка за последние 12 месяцев почти 15 миллиардов. Здесь себестоимость продукции, валовая прибыль, операционные расходы, операционные доходы 1,27 миллиардов долларов, прибыль до уплаты налогов, далее налоги и вот чистая прибыль 1,21 миллиардов. Если посчитать рентабельность по чистой прибыли, получается у нас 1 разделенный на 14,94, 8% рентабельности. Далее бухгалтерский баланс. Здесь по кварталу, получается в четвертом квартале итого активы почти 10 миллиардов, общая сумма обязательств 4,47 миллиардов, итого собственный капитал 5,47 миллиардов, итого собственный капитал больше общей суммы обязательств, что хорошо. Так, итого задолженность 2,17 миллиарда, как мы видели в обзоре. А чистая задолженность, то есть минус денежные средства, их эквиваленты, если все это сложить, получается общая задолженность 504 миллиона долларов. Далее статистика. Коэффициент ПНЕ 16,4 почти. Если рассмотреть исторически, то, как мы видим, в 2024 году в среднем больше 40, но на сегодняшний день упал до 16. Далее в 2023 году 21,8, здесь 7, 16, 17, 13, 26, 19. Как мы видим, исторически 16, в принципе, это является средним значением. Далее у нас коэффициент рентабельности собственного капитала 32, это очень хорошо. Выше 20, можно сказать, что идеально. Далее рассмотрим дивиденды. Дивиденды не выплачиваются. Далее прибыль. Итак, здесь у нас выручка. Смотрите, в 2024 году прогноз был почти 15 миллиардов. И в отчете тоже почти 15 миллиардов. То есть прогноз достигнут. Теперь смотрите, в 2025 году 24, чуть больше 24 миллиардов. Если посчитать, то 24,14 разделенный
14,94. Рост выручки составит 61%. Это очень много. Будем ждать этого. Далее, в 2026 году 29 миллиардов. Получается 29 и 22, разделенный на 14 и 94. То есть в 2026 году рост выручки составляет 95%. Почти вдвое увеличивается выручка. Так, и как мы видим, прибыль на акцию тоже 2 года подряд будет повышаться. Ну вот, в 2027 году показывает на уровне 2026 года. Итак, далее рассмотрим технически. Сам я купил акции где-то в этом диапазоне, когда цена составляла $41,5. На покупку этой акции я потратил 2,5% своего депозита. Теперь рассмотрим технически. Как мы видим, ниже этого уровня пока цены не падают. Я сам купил примерно в этом диапазоне, когда цена составляла $31, я потратил еще 2,5% депозита. Общие инвестиции в эту компанию на данный момент у меня 5% от своего депозита. Будем ждать, когда цена пробьет вот этот уровень. Можно сказать, что цены пойдут вверх. Ну, для этого цены должны достигнуть где-то $50. В общем и целом, у компании почти нет долгов. Рост выручки в следующие 2 года будет составлять почти 100%. Почти вся статистика положительна, так что сейчас очень привлекательные цены на на акции этой компании. Желаю удачи!